Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать волшебный мир Средиземья. Здесь мы раскрашиваем каждый месяц по порядку вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны, как всегда, в конечной заставке. Проходите, знакомьтесь, кто еще не знаком. В прошлом месяце, в ноябре, была вот эта иллюстрация, и на декабрь у нас вот эта иллюстрация. Так что сейчас приступлю. Здесь я использую иногда манделузы с размытием, но в основном карандаши, хотя в том числе и мэджики используются, и детская акварель. Ну, много всего. Вот здесь, скорее всего, будут мэджики на мелких камушках, на камушках покрупней. Будет, скорее всего, акварель «Белые ночи» серая и немножко Виста Артиста. В общем, как-то так. Ну, в процессе посмотрим. И я пытаюсь вспомнить, как я вот это раскрашивала, потому как где-то у меня, вот видите, горы такие серые в основном. А где-то, ну и вот здесь вот серая, кстати, здесь я вообще акварелью, получается, да, раскрашивала. Ну-ка, ну да. А тут вот по-разному. Ладно, как захочется, так и буду раскрашивать. Но вот здесь будут точно манделузы с размытием. Ну и по традиции, наверное, я возьму маленький набор, а не большой. Так, а начну, скорее всего, с мэджика. Так, ну, здесь будет работа и для коричневого мэджика немного. И для, конечно же, серого. Ну, если что-то пропустила, вот я уже вижу. Если что-то еще пропущу, то не страшно. Потом. Карандаш всегда рядом. И серый. Серый я достала сразу два. Тут я и более светлым, и более темным. Буду раскрашивать. А большие, как и собиралась, акварелью. Наверное, перед этим надо пройтись блендером. Я его не стала очищать от предыдущего карандаша. Так эффект даже забавнее. Для того, чтобы раскрашивать горы, или что тут, горы, скалы, я, наверное, возьму Лира, один карандаш, и основные будут Дервенты. Сейчас подберу,
что мне в теории может пригодиться. Наберу тут разных и буду выбирать. Подобрала абсолютно разные. Здесь Derwent Drawing и Smoky Blue и Yellow Ochre. Мало ли. Еще там 55-50. Потом Light Sand. Но это вряд ли, конечно. Brown Ochre. 2 полихромаса серых. Посветлее, потемнее взяла. Белый Derwent Color Soft. Невская палитра серый, потом Лира Поликалор, это мне дарила Ульяна, вот эти серые мне дарила Оксана, также Оксана дарила мне Грей Грин, вот Лира, Рембрандт акварельные, Крэг Грин 50-90, потом еще Derwent такой вот угольный. Ну и пригодится черная призма. Это мне Виолетта дарила. Так, я просто редко пользуюсь вот этим угольным. Я его брала на пробу, так как мне дервенты в основном нравятся. И мне было интересно. Тем более, что такие оттенки, названия. Но этот, как и Крета Color Сагнина, которые... Сангина, как там. В общем, они по карандашам не рисуют. Поэтому их вот если использовать либо в чистом виде, либо вот сначала. Так-то, если акварелью, то я использую Виста Артиста, потом серая пейна. Ну, с карандашом может быть вот это. Такой эксперимент. Хотя, может, я так уже и делала как-то, я не помню. Если делала, то давно. Ну, а здесь все-таки использую акварель, наверное. Угу. Сразу немножко растушую. Раньше я так не делала, но я недавно снимала видео, где использовала Крета Color, и почему-то в той раскраске карандаш не растягивал цвет. Ну, вернее, мало растягивал, поэтому я решила немножко заранее, так, сама. Вот как-то так получается. А теперь можно уже взять карандаш. Не знаю, пусть, наверное, здесь будет такой цвет. Знаете, когда разных уже карандашей оттенков серого там накопилось много, всегда такой выбор. Думаешь, каким же в этот раз цветом раскрасить? Так-то у меня получается, что видео не в начале месяца выходит по этой раскраске. Обычно-то я где-то пытаюсь сразу в начале
ее задействовать, потому что не, ну, бывает, конечно, сядешь и за день ее раскрасишь за несколько часов. Это, в общем-то, запросто. Но чаще всего потихоньку к ней подходишь. Вот это я, конечно, не люблю. И ломать ее как-то неохота. Потом она сама как раскроется побольше, и приходится доделывать. Точнее, переделывать. А если я раскрашиваю с удовольствием, то вот что-то переделывать, это мне не всегда, знаете, радость доставляет. Угу. Ну, как-то так. Сверху, не знаю, каким еще пройдусь. Наверное, вот этим. Да, очень хорошо. Тоже очень красивый карандаш, цвет красивый. Ну, вот. Поскольку так не очень хорошо видно, то вот. Я почему-то сегодня какая-то не сильно разговорчивая. Ну, хотя я вообще-то сняла уже несколько видео, сейчас уже буду скоро спать ложиться. Вот. И что-то я такая... На самом деле, хочется уже, чтобы быстрее снег как следует выпал, потому что на улице, ну, есть снежок, хорошо, что хоть светло, но за счет того, что мало снега, прохладно довольно-таки. Хочется больше тогда уж снега. Так, а теперь я тоже возьму Лира, но уже Polycolor Silver Grey Warm и раскрашу вот здесь. Тоже очень хороший цвет. Мне нравится. Так. И, наверное, Smoky Blue. Ага, кстати, очень хорошо сочетаются. Прям то, что надо. Но тут не так много нужно им раскрасить. Так, теперь каким цветом здесь красить? Наверное, надо либо какое-то сочетание повторить, или в другом порядке. Вот, например, Crack Green взять.
а уже потом лиру. И, как и собиралась, лира. В данном случае последовательность имеет, так сказать, место и отличие. Но потом я буду все равно доделывать за кадром, потому что мне не очень хорошо видно. Кстати, тут-то продолжение, а я не сразу разобралась. Вот лира Рембрандт, но я знаю, что в каком-то магазине-то, интернет-магазине они продаются, а вот, например, в красном карандаше не во всех. Это прям печаль. Хотя я же теперь, наверное, буду бывать в том районе, где обычно эти карандаши. Но я думаю, что мне этого еще надолго хватит. Это всегда кажется, что вот заканчивается, а ему еще может на пару лет хватить такими темпами. Я бы здесь, наверное, каким-нибудь чисто серым раскрасила. Так, а здесь брала вот этот цвет и ну пусть будет этот. Главное не раскрасить там что-нибудь ногу, приняв за гору. О, я это сказала и благополучно раскрасила. Ладно, сейчас исправим. Где мой ластик тут? В общем, возьму. Какой мне под руку попадется. Ой, кстати, за ластик тоже спасибо Ульяне. Отлично справился. Мы сейчас с подружкой как раз обсуждали. В общем, она... Ну, мы ездили сегодня с ней в магазин там, потому что ее дочек... Да, у одной из дочек день рождения, и вот она там где-то купила эту растяжку с поздравлением, не понравилось. Поехали покупать новую, и она уже говорит, ну ладно, фикс прайс купим. И хорошо, вот она купила несколько. Золотую, серебряную там. А изначально она где-то заказывала или покупала розовую. В общем, в итоге она надпись составила из 3 цветов. Серебро, золото и розовый. Потому что в фикс-прайсовском наборе в одном буквы «С» не было. Представляете? А во втором несколько золотых шаров были с дырками. Так что имейте в виду, если тоже кому-то берете на день рождения, например, что-то подобное, открывайте так. Хотя вроде подружка говорит, что так особо не понять, но, ну, во-первых, если чего-то не хватает, то вы все-таки, я думаю, это поймете. Вот так вот получается. Ну, манделузами я буду раскрашивать вот здесь вот небо. И буду еще вот эту часть на одежде, сумку, сапоги раскрашивать, как всегда. Конечно же,
еще у меня будут Берлинга металлик, куда же без них. Ну или BG металлик, без разницы в принципе. Ну, Берлинга больше цветов. Но теперь получается, что вот там такой розоватый. Надо его вообще только на односторонних иллюстрациях использовать. К сожалению. Потому что протекает. То есть без всякой воды, без всякой влаги все протекает. Через несколько дней. Это вот и ручки. Вся эта тема настолько вот обидна. Так, а вообще мне без большого, по-моему, набора-то не обойтись. Надо же, как интересно. Везде по-разному. Да. А сейчас беру тогда свой большой набор и достаю серые. Здесь как раз много серых карандашей. Нужно один светлый, но я не буду брать совсем светлый. Возьму такой какой-нибудь средненький, ну и наиболее темный. Непонятно. Ну ладно. Тут вот я пройдусь немножко тем, что посветлей. Ну и, соответственно, там, где нам подсказывают, сделаю потемней. Для тех, кто впервые на моем канале, я поясню, что я, допустим, одежду буду раскрашивать не так, как там по сюжету или еще что-то. Я всегда раскрашиваю так, как мне нравится, так, как мне хочется. В теории вообще здесь иначе было бы все серое. Хотя в теории я могу раскрасить все в серых, например, тонах. Ну, теперь уже точно могу. Но не знаю, мне кажется, что так будет лучше, если все будет яркое, чтобы приятно было потом смотреть, перелистывать, потому что вот у нас по порядку, и мне очень нравится, доставляет, так сказать, удовольствие все это. Периодически листать. Это здорово. Воды, конечно же, я лью здесь немного, потому что даже без этого бывает протекает. Но зато тут вот все-таки очень актуальны манделузы. И сейчас, наверное, из маленького набора возьму совсем светло-голубой, 15 номер. Надо будет его, наверное, потом, опять же, когда-нибудь заказывать поштучно, если будет. Мне казалось, что он у меня довольно быстро закончится. Но на деле я его использую, но да, если по сравнению с другими, он, конечно, так больше подточен, но в принципе хватит его еще лет на 100, наверное.
Так что можно не беспокоиться об этом. Сразу, наверное, займусь обувью, потому что здесь в целом тоже довольно у меня стандартно все. Поскольку тут сильно мне яркости не нужно и цвет растянется, поэтому я не полностью закрашиваю. Всякое это акварельные карандаши. Так. И темно-коричневый немножечко на подошву. Так, где еще обувь? Вот тут. Красный. Коричневый я использую 30-й, а потемнее который в маленьком наборе 32-й. Ну, если можно без большого набора обходиться, я без него обхожусь, потому что в маленьком самые основные цвета, которые я использую, они как бы есть, и это очень удобно. Я не поняла, это сапог или это не сапог. Ну, в общем, как-то так дело движется. Одежда мне нравится одежду раскрашивать, но здесь опять же ее очень много. Так, ну, сумка, вот я думаю, да сумка тоже преимущественно у меня она такая коричневая, и я добавляю красного. А, вот еще обувь. Сколько же ее здесь, это кошмар. Просто немеренное количество. Так, а сумки? О, вот еще одна. Вот напасть. Горы. Да. Так, теперь мне нужен красный и темно-зеленый. Я им буду вот здесь раскрашивать. Как вот изначально я взяла за пример на обложке. Как-то так. Ну, первый раз, скажу честно, я более тщательно все это прорисовывала. А сейчас я уже попривыкла. Ладненько, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, то не забывайте ставить лайк. И самое главное, подписываться на мой канал, потому что мне до 4000 подписчиков не так-то много. И если бы так случилось, что я набрала это до конца года, то это был бы от вас просто для меня шикарный подарок. Вот. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Это поможет продвижению моего канала. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно, тем более, что всегда есть кнопка, где можно отключить все оповещения, можно наоборот включить все оповещения или только по интересам. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения,
уютных раскрашивательных вечеров, новогоднего настроения. До скорой встречи. Всем пока-пока.